Скоро в Германии начнется процесс, который продемонстрирует, что такое международный механизм преследования виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси. До того, как дело не ляжет на стол прокурору, юристы не могут выступать публично, но могут давать профессиональные комментарии, что известно сейчас. На самом деле, с инициативой международного преследования выступила не Германия. В Германии, как и в других странах, достаточно сильно пролукашенковское и пропутинское лобби. Это, как правило, одни и те же люди. Проектная группа решила идти судебным путем, более быстрым и надежным, чем политическое лоббирование и компромиссы. Идея о том, что режим Лукашенко – это террор, появилась после разгонов митингов 27 сентября 2020 года, когда стало очевидно, что Лукашенко выбрал путь силового запугивания народа. В процессе обсуждения в белорусских диаспорах сформировалась рабочая группа. Очень активной оказалась диаспора Германии. Были найдены выходы на адвокатов, изучены пути признания организаций Беларуси, занимающихся преследованием людей, террористическими, и сделан проект на основании права ФРГ и общей позиции ЕС 20.01.931 CFSP. Это название документа. На практике признание действий силовиков террором, а лиц, причастных к террору во главе с Лукашенко террористической организацией, является действенным инструментом ликвидации режима. Инструментом, который включает в себе возможности реализации практически всех проектов давления на режим. Уже с момента открытия процесса вопрос, будет ли свергнут режим, снимается с повестки дня и превращается в обсуждение оптимального применения мер. А с момента внесения режима Лукашенко в списки террористических организаций, оппозиция фактически получает полный контроль над экономикой и политикой в Беларуси. На личном уровне, для тех, кто еще работает на режим, возникает вопрос о своей судьбе. Стоит ли продолжать пособничество? Если власть в Беларуси захвачена террористической группировкой силовиков, нет ли, к примеру, в факте участия в ВНС состава преступления по статье 357 Уголовного кодекса Беларуси? Сколько людей уже ведет переговоры с оппозицией? Кто из роты ОМОН уже перешел на сторону народа? Что будет лично с каждым, если завтра борт номер 1 внезапно улетит из страны, а у него есть возможность улететь куда сможет до приговора? Или после в Гаагу? Вспомним Чаушеску, Хонекера или Януковича. Они исчезли неожиданно даже для самих себя. В этот момент переходить на сторону народа будет уже поздно. От того, что Беларусь не подписала никаких международных соглашений, ни реальность, ни юридическая оценка событий не меняется. Решения суда и Европарламента будут обязательными для исполнения в Европе. А белорусская экономика находится в очень сильной зависимости от своих партнеров. Не только крупные предприятия зависимы от поставок из Европы, но даже работа турникетов в метрополитене, валидаторов в автобусах, сотовых телефонов и банковских карточек полностью зависит от Евросоюза. Это не тот уровень давления, который режим сможет пережить. Рассмотрение белорусского вопроса неизбежно. Судебная система в Европе не зависит ни от политических, ни от прочих влияний и основывается на фактах, так как режим Лукашенко постарался выполнить практически все составы преступления по статьям терроризм и преступления против человечности, за исключением связанных с ядерным оружием, пока не взорвалась АЭС с треснутым корпусом реактора. Приговор неизбежен. Доказательная база уже находится в распоряжении юристов. Юрисдикция установлена, юридических препятствий нет. Поддержка массовых пыток и террора для любого политика в современной Европе означает политический суицид. Открытых сторонников Лукашенко уже почти нет, а тайных будет все меньше. Если и найдутся желающие препятствовать процессу, они не смогут его остановить. Любой человек, пострадавший от террора в Беларуси, в любое время и в любой форме может обратиться к волонтерам инициативы «Наш дом». Наиболее доказуемым и существенным признаком террора является физическое насилие.